Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на тему события ближайшего будущего. Давайте посмотрим с вами ближайший месяц. И поскольку делать мы с вами расклад будем на разных колодах, мы посмотрим с вами сферу работы, финансов, любви и еще советы и предостережения. Давайте позиции мы с вами обозначим фигурками. Первая позиция будет черепашка, вторая пирамидка и третья это дельфин. Выбирайте, пожалуйста, каждый свою позицию. И давайте будем смотреть. Итак, все остальное пока убираем. Первая позиция черепашка. Общая атмосфера ближайшего месяца. Какова будет общая атмосфера данного периода времени? Что у вас будет? Стабильность. Семья, семейные вопросы, семейные дела. И могут быть, знаете, какие-то сомнения в отношении решения, ну, так скажем, опять же, дел семейных. Но в целом все стабильно и хорошо. Очень много моментов, которые касаются лично вашей семьи, либо те, у кого нет своей семьи, своего, да, семейного гнезда. Здесь родительский дом имеет место быть. И вот какие-то моменты, которые будут вводить вас немножечко в состояние, ну, так скажем, сомнения. Давайте посмотрим, что это вообще будет. Начнем со сферы работы. Что будет в работе? В работе какая-то зависшая ситуация. Но вы стремитесь сделать все идеально. Вы даже готовы чем-то пожертвовать ради того, чтобы достичь цели. Получится цели достичь? Да, здесь фортуна на вашей стороне. Здесь вот, скорее всего, мужчина, либо руководитель, либо коллега, который занимает такую достаточно весомую должность, здесь оказывает вам поддержку. И вы знаете, несмотря на то, что, казалось бы, ситуация изначально какая-то вот патовая или достаточно сложная, противоречивая, здесь у вас благодаря вот этому объединению, благодаря помощи третьего лица, скорее всего, мужчины, все прям чудесно и замечательно складывается по работе. Что будет у единичек, черепашек в финансах в ближайший месяц? Какие-то ограничения? Смотрите, скорее всего, единички поедут в отпуск, и деньги будут тратиться на отпуск, на общение с людьми. В связи с этим какие-то другие сферы будут, ну, так скажем, недостаточно избалованы деньгами, да, то есть основная масса денег, основная часть денег уйдет на отдых, соответственно, вы не сможете купить себе новое платье, да, там, либо обновить машину, либо еще что-то, потому что, скорее всего, в отпуск, либо на какое-то мероприятие такое увеселительное пойдете, которое потребует от вас, ну, такого достаточного количества затрат. Что будет в любви у единичек, черепашек? Что ждет в личной жизни единичек, черепашек? Здесь, судя по карте Аист, те, у кого семья, у тех все хорошо будет. Стабильность, карта якорь, но здесь, смотрите, здесь вот эта стабильность, она отыгрывается, наверное, больше как статика, потому как есть страх двигаться дальше из-за каких-то ограничений. Но здесь на самом деле важно от этих ограничений, здесь, знаете, может быть кто-то не свободен, может быть не свободный партнер, может быть обязательства перед там предыдущей семьей, либо расстояние и дистанция между вами. Но здесь у вас обязательно будет шанс на то, чтобы вот эти вот преграды, ограничения между вами преодолеть. Давайте посмотрим, к чему придете в любви, в любовной сфере. Отшельник. Смотрите, не упустите вот этот шанс, потому что вам фортуна даст вот этот шанс на перемены, даст шанс на то, чтобы ваши отношения переросли в семью, переросли во что-то такое стоящее. Но ваши сомнения, ваши страхи двигаться дальше, ваша концентрация на вот этих ограничениях, она может стать причиной того, что вы так в одиночестве и останетесь, потому что здесь шансы на перемены будут. Умейте их увидеть, умейте увидеть эти перемены, которые будут вам на пользу, во благо.
чему стоит стремиться в ближайший месяц, единичка? К переменам. Здесь вот очень может отыгрываться второй шанс для личных, для любовных отношений, для семьи. Не стойте на якоре, меняйтесь, идите вперед, стремитесь к переменам, стремитесь быть победителем, к любви стремитесь, туз кубков. Не противьтесь, не старайтесь разглядеть преграды и препятствия. Наоборот, ищите способы, как их обойти, потому что шансы здесь будут. Чего стоит остерегаться в ближайший месяц? Смотрите, если пойдете вот на какие-то вот эти вот тусовки, будьте осторожны, лучше их избегайте, конечно же, этих тусовок, потому что, ну, бог знает, что там случится. Избегайте границ, которые вы сами себе выставляете, и эгоизма. Вообще солнышко очень положительная карта, но здесь из-за этого эгоизма вы можете сами себе выстроить в любви вот эти вот преграды, которые будут вам мешать отношения ваши выстраивать. Так, благодарю единички. Буду рада вашим лайкам, подпискам, комментариям. Пишите, у кого как отыгрывается, пишите, у кого как откликается. И идем с вами ко второй позиции. Вторая позиция — это у нас пирамидка. Пирамидка. И начнем мы с общей атмосферы ближайшего периода, с общей атмосферы ближайшего месяца. Двоечки, пирамидки. С кем-то, возможно, у вас ссоры и даже расставания. Тоже идет карта дом. Смотрите, двоечки могут решать вопросы, связанные с недвижимостью, либо, опять же, семейные вопросы. Но здесь на почве вот этих вот семейных вопросов, либо вопросов касаемо недвижимости, смотрите, не разругайтесь ни с кем, потому что конфликты очень вероятны разногласия. Но в целом все для вас благоприятно завершится. Карта Луна — это спокойствие. Здесь не могу сказать, что вот эти вот конфликты как-то кардинально или радикально на вас повлияют. Итак, давайте смотреть, что у двоечек будет здесь в работе в ближайший месяц. Что у двоечек будет в работе в ближайший месяц. Императрица, вы знаете, здесь либо повышение в должности, либо взаимодействие вот с начальницей, с женщиной, которая занимает руководящую должность. И на работе, вероятно, скорее всего, корпоративы, но почему-то вам эти корпоративы не доставляют удовольствия. В целом все хорошо. А почему? Давайте посмотрим, вам эти корпоративы не в радость. Папесса. Здесь какая-то другая барышня есть, с которой может быть либо соперничество, либо конкуренция, либо вот просто, которая точит на вас зуб. В общем, не нравитесь вы друг другу. И из-за этой барышни здесь, ну, так скажем, ложкой дегтя она является в бочке меда. В целом все хорошо у вас по работе, если бы не вот эта барышня, которая, ну, так скажем, портит вам всю картину. Что будет с финансами у двоечек в ближайший месяц? Что будет с финансами? Ой, здесь либо на путешествие будете тратиться, либо получите премию и расширите свои возможности для того, чтобы... Ну, здесь, скорее всего, путешествие будет. Траты на путешествие, либо здесь такое, знаете, возможность приумножить свои финансы. Причем приумножить, опять же, через объединение с кем-либо, с третьим лицом, с каким-то. То есть с финансовыми все хорошо, приумножаются, даже если тратится, то возможно либо премия, либо какой-то выигрыш, либо неожиданный заработок, который вам, так скажем, будет очень даже на руку. Что будет в любви, что будет в личной жизни у двоечек пирамидок? Что будет в любви и в личной жизни? Дорога. Ну, у нас и здесь путешествие. Смотрите, здесь перемены какие-то. То, чего долго не решались сделать, то, скорее всего, у вас случится и отыграется. Новых людей в вашей жизни не вижу. Все вокруг тех, с кем вы уже взаимодействуете.
Закончится какой-то тяжелый период. Вот если были ссоры, разногласия, недопонимания, они закончатся. Будете строить совместные планы на будущее. И да, здесь вот этот вот мужчина, который уже есть в вашей жизни, он как будто бы, ну, готов к таким хорошим переменам, готов брать на себя ответственность за вас. Будете, скорее всего, разговаривать о статусе семьи, потому что идет карта дом, король пентаклей. Останутся позади, скорее всего, ссоры, и, возможно, здесь даже будет, ну, либо предложение руки и сердца, либо переход ваших отношений в более такой серьезный статус, когда вы уже можете говорить о том, что вы друг другу что-то должны, да, друг с друга что-то спросить. То есть более серьезные статусные здесь взаимоотношения в любви. Здесь все хорошо и стабильно. К чему стоит стремиться вам в ближайший месяц, двоечки? Деньги тратить можно. Деньги тратить можно на благо перемен. Здесь будут какие-то растраты ради движения вперед. Тратьте деньги. Не переживайте на путешествия, на переезд, на создание семьи. Карта Страшный суд также может отыгрываться у многих как брак, вот именно заключение брака. Поэтому тратьте деньги, идите вперед, идите к тому, чего вы давно хотели. Чего стоит остерегаться? Королеву Пентаклей, ну, скорее всего, женщина на работе, женщина либо замужняя, либо при деньгах. Также может отыгрываться у многих как мама, если вдруг с мамой касается вот каких-то вот отношений таких. Смотрите, при работе с документами, карта справедливости, это вообще юридическая у нас карта, карта закона. Смотрите, чтобы все вообще было правильно при оформлении различного рода документов. Также остерегайтесь ссор, всяких конфликтов, да, выяснения отношений по справедливости. Вот все, что связано, ну, так скажем, заключение каких-то сделок, расторжение каких-то сделок. Будьте осторожны здесь. И старайтесь избегать ревности, старайтесь избегать, ну, скорее всего, будет связано, возможно, с вот этой женщиной, с женской фигурой. Старайтесь вот эту вот, ну, так скажем, ревность свою не выказывать. Благодарю двоечек. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Жду обратной связи от всех. Идем к третьей позиции. Третья позиция – это у нас дельфин. Итак, по дельфинчику смотрим. Общая атмосфера ближайшего периода. Это месяц мы с вами смотрим. Общая атмосфера ближайшего месяца. У троечек, у дельфинов общая атмосфера. Троечек. Атмосфера. Карта лилии. Любовь, нежность, развитие отношений, развитие чего бы то ни было. Но, смотрите, здесь, вероятно, влияние третьих лиц. Опять же, в какой бы сфере мы ни рассматривали, здесь остерегайтесь хитрости, остерегайтесь мудрости других, а свою мудрость, наоборот, включайте, проявляйте. Если говорим об отношениях, то отношения искренние. Как бы ни влияли третьи лица, здесь человек испытывает к вам очень нежные, искренние чувства, и доверять ему можно. Хочет отношения с вами развивать. Но единственное, что вот по лилиям это может быть, знаете, достаточно медленно. Итак, что будет в работе у троечек? Что будет у троечек в сфере работы? Придется потрудиться, придется прям вот постараться. Карьерного роста не будет, все будет так, как есть, и плюс еще, возможно, вы будете испытывать недоверие к тем людям, которые с вами рядом. А с чем это связано, недоверие? Знаете, с тем, что вы хотите все сделать идеально, на высшем уровне, да, здесь перфекционизм у вас превалирует. Но, знаете, из-за этого перфекционизма здесь вам придется вот именно придерживаться правила: хочешь сделать хорошо, сделай сам. И тем людям, которым вы действительно не доверяете, здесь, скорее всего, им и стоит не доверять, стоит их 100 раз проверить, да, ну, на вшивость, грубо говоря. Что будет с финансами у троечек? Что будет в финансовой сфере? Успех,
заработок, здесь все окупится. Возможно, придется поспорить с кем-то за то, чтобы отвоевать свой кусок пирога, но спорить здесь лучше при помощи обаяния, да, здесь дипломатия будет вам в помощь. Получите здесь очень хорошие доходы, возможно, просто, ну, там с кем-то придется поспорить относительно размера оплаты, да, или относительно сроков оплаты, но здесь все очень даже хорошо, и старайтесь улыбаться, как в мультфильме про крошку енота, да, улыбнись тому, кто сидит в пруду, и он улыбнется тебе в ответ, поэтому здесь улыбка — это лучшее оружие. Что будет в любви у троечек? Что будет в личной жизни у троечек у нас? Личная жизнь у троечек. Неопределенность. Вы знаете, здесь, скорее всего, тайные отношения, да, потому что карта змея, карта луна, неопределенность. Кто-то, возможно, встречается с коллегой по работе, потому что карта работы идет восьмерка пентаклей. Но вы знаете, ваши отношения, чувства у партнера к вам есть, чувства искренние, но, скорее всего, ваши отношения являются тайными, и здесь пока не представляется возможности развиваться вот именно в таком быстром темпе. Именно поэтому лилии — это медлительность, именно поэтому карта повешенной, потому что есть третьи лица между вами. К чему придете в этот месяц? Да, тайные отношения здесь у троечек. Здесь, к сожалению, не так, как хотелось бы, все идет. И, возможно, между вами расстояние, но, скорее всего, чувство искреннее у вас, у человека к вам. Хочет он с вами развития, но вот эти вот третьи лица, они не позволяют идти в том темпе, в котором хотелось бы. Здесь не очень все. Да, вот она, королева жезлов. Пока все так, пока вот все в подвешенном состоянии, но человеку вы нужны. К чему стоит стремиться, троечкам? На финансах сосредоточьтесь. Сосредоточьтесь на собственном комфорте, на достижении целей. Постарайтесь закончить тяжелый период. И смотрите, старайтесь, чтобы те вещи, о которых не должны знать посторонние, скорее всего, это сфера любви и отношений, чтобы об этом никто не знал. Чего стоит остерегаться, троечка? Больших растрат. Королева пентаклей. Если встречаетесь с женатым, то берегитесь супруги его. Берегите, чтобы до нее не дошла информация. И не стройте себе иллюзий. Смотрите более трезво, более здраво на то, что с вами будет происходить. Благодарю, троечки. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у кого что отыгрывается. И до встречи с вами в новых видео. Благодарю всех.